Собаки в Великой Отечественной войне. В День Победы 9 мая мы вспоминаем защитников нашей Родины в Великой Отечественной войне, которые, не щадя своей жизни, воевали против фашистских захватчиков. В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В документе 9 мая объявлялся Днем всенародного торжества во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, и нерабочим днем. Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг советского народа. День Победы мы отмечаем как главный праздник страны. Еще надо вспомнить о животных, которые помогали победить врага. Одни из них – это собаки, воевавших наравне с людьми. Несправедливо было бы их забыть, потому что собаки внесли огромный вклад в победу. В Красной армии служили 60 тысяч собак. Вдумайтесь в эту цифру. Они были саперами, подрывниками, связистами, санитарами и курьерами. В начале Великой Отечественной собаки уничтожали вражеские танки, конечно, ценой своей жизни. Собаки для подрыва танков использовались до 1942 года. Собаки проложили 8 тысяч километров телефонного провода, доставили в боевой обстановке 200 тысяч документов, нашли 4 миллиона мин и фугасов. Собаки участвовали в разминировании более 300 больших городов, а еще спасли 700 тысяч раненых. В 1941 году в Черкасской области, в районе Зеленая Брама, 150 собак приняли участие в рукопашной схватке с фашистами. Погранотряд под командованием майора Лопатина, прикрывая отступление частей Красной армии, принял бой с фашистскими войсками. 500 пограничников и 150 служебных псов стояли против полка фашистов. Все они погибли, и люди, и собаки. И в СССР этого не забыли. Собак чествовали, как равных, на Параде Победы 24 июня 1945 года. Четвероногие солдаты шли по Красной площади с колонной саперов. Все эти псы участвовали в боевых действиях, у них были огромные послужные списки. Главный кинолог СССР, командир отдельного 37-го батальона разминирования Александр Мазовер и его бойцы шли вслед за колонной саперов. Они единственные не чеканили шаг во время парада и не отдавали честь людям на трибуне Мавзолея, в том числе Сталину. Кинологам это было разрешено, потому что на носилках они торжественно несли раненого бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады, восточноевропейскую овчарку по кличке Джульбарс. Этот пес помогал разминировать местность на территории России, Украины, Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Он обладал уникальным чутьем. За время службы Джульбарс обнаружил 7468 мин и 150 снарядов. Он принимал участие в разминировании могилы Тараса Шевченко в Каневе, Владимирского собора в Киеве, дворцов над Дунаем, замков в Праге, соборов в Вене. За подвиги во время войны Джульбарс был награжден медалью за боевые заслуги. Он стал единственной собакой, удостоенной боевой награды. В конце войны Джульбарс был ранен и долго не мог встать на лапы. Поэтому на Параде Победы его несли на носилках, которые были сделаны из кителя Верховного Главнокомандующего. Сталин предложил это сам, в знак уважения к подвигам Джульбарса. Потом пес все же оправился от ранений и сыграл главную роль в фильме Александра Сгуриди по роману Джека Лондона «Белый клык». Он прожил достойную жизнь и сделал столько, сколько удается далеко не каждому человеку. Собаки – удивительные существа. Единственные животные, которые могут сражаться за людей до последнего и отдать свою жизнь.